приходит телеграмма, что дивизион передается в командование АТО. Получил ранение, долгое время лечился. Большинство бойцов не говорят о войне. И мы не знаем, мы никогда не расспрашиваем. Меня зовут Сергей. Родился я в Луганской области, город Антрацит. Учился в Лутугинской спецшколе-интернат. После окончания школы поступил в Луганский военный лицей с усиленной военно-физической подготовкой. Раньше очень много фильмов военных выходило, душевных. Я считал, что это круто, это солидно. Я, чтобы не терять время, пошел в армию на контракт. Когда я пошел в армию, я столкнулся с тем, что показывали в фильмах, вообще не совпадает с реальностью. Мы просто там находились, нас ничему не учили, мы толком ничего не делали. Мы выучили азы, строевые уставы, обращение с оружием, и так и все. И я очень долго не знал, на какой машине я даже нахожусь, хотя я был оператором боевой машины. Война, когда еще только все начиналось, приходит телеграмма, что так-то, типа дивизион передается в командование АТО. Нас выстроили, кто хочет, там, выйдите из строя. И мы поехали в зону АТО, я был в числе тех ребят, которые вышли из строя. Нужно было доездить разведку, выискивать местность, потом сопровождали колонну, боевая задача, и меня выкинуло из Урала. Подробности рассказывать не буду. Вниз головой в асфальт и переехала задними колесами кости таза. Когда попал в госпиталь, вообще не чувствовал заботы о себе. Помимо волонтеров, и были ребята, которые оказали мне первую помощь. Это были десантники, взвод материального забеспечения. А из моей части за все это время не поступило ни одного звонка. Никто даже не спросил, что я, где и какое мое состояние. Я в общем количестве год по больницам провел, можно сказать, при полной кровати был. Перенес очень много операций под наркозом. У меня перекос этой кости таза. А если ломать и все заново вправлять, не факт, что я начну ходить обратно. Ну и поэтому сделали только шею, вправили и все. И обратно же за счет волонтеров. Волонтеры мне за около 4 дней насобирали 60 тысяч. Ну и я лег в институт в Харькове, мне посоветовали, институт Ситенко. Мне там все сделали. Сутки я пролежал в реанимации, на следующий день я уже начал ходить с ходунками. Сейчас я живу в Харькове. На учебу езжу в Житомирский военный институт на сессии. А в институт поступил я, когда лежал в Киевском госпитале. Приезжали представители Житомирского института, агитировали, говорили, что есть такая возможность. З госпіталя нам прислали його фото пораненого бійця. І це фото ми прикріпили до його студентського квитка. Программа была создана для ребят, которые приходят из зоны АТО, либо после ранений, отклонениями в физических возможностях, для того, чтобы они могли найти себя не только по военной службе, но и в чем-то другом. Плюс бесплатное обучение 4 года за счет государства. Получаешь диплом бакалавра. Честно вам сказать, я, когда ехал на первую сессию, я очень переживал. Новый коллектив, это новые знакомства, это какая-то новая ответственность, в том числе и для себя.
показалось не все так страшно, потому как группа очень дружная. Мы друг за друга очень плотно держимся, мы сразу нашли общий язык, и друг друга поддерживаем, чем-то помогаем, что-то подсказываем. В основном у меня в группе находятся студенты, которые еще служат. Есть участники АТО, есть даже некоторые, которые сейчас в командировке за АТО. Це дві різні категорії. Ті люди, які прийшли через війну, і ті люди, які у нас приходять зі школи, то рівень знань у них вище, краще, але рівень мотивації все ж таки більший, більш мотивовані люди, які прийшли у нас з військ. Різниця в підході до себе. Писали тіло програми. І основні принципи об'єктно-орієнтованого програмування. Учусь я на факультете системной инженерии. После обучения мне будет доступна работа с написанием программ. Специальность эта востребованная, на данный момент и в будущем она будет всегда нужна, всегда будет с нее спрос. Да, она тяжелая, я люблю сталкиваться с тем, что тяжело и интересно очень. У меня был долгий перерыв. Сейчас сложновато учиться, догонять, нужно схватывать на лету, читать. Плюс литературы еще какие-то помимо. Кстати, по истории Украины тоже мне очень сильно нравится предмет. Историю Украины стыдно не знать. Что самое обидное, у нас в школе, в лицее учили очень много патриотичного выхования. Украина учились на украинском языке. Те, которые учили, они перешли на противоположную сторону вообще от Украины. В Луганске практически никого. Очень много людей, которых я знал, моих знакомых и друзей. Мы потерялись, поругались, не совпадали позиции. От политических до моментов, что предатель, проклинали, чего мне так этого не желали. Я получаю пособие в социальной службе. Сейчас его, считаю, приостановили, потому что я не переоформил переучет. Я как человек считаю, что это бесчеловечно такое отношение к бойцам. Люди, которые защищали страну, которые проливали кровь и, скажем так, жили в таких условиях, в которых не может жить человек, вернувшись домой, казалось бы, в нормальные условия, они опять вынуждены доказывать, что они не верблюды. Как бы тяжело в нашей стране не жилось, я в ней родился. У меня гербовые печати Украины, что они даже в паспорте стоят. Она меня воспитала. Как бы тяжело и трудно не было. Харьков с Донбасса это была первая поездка. Это первый город, который я посетил по Украине. Поначалу мне тоже было в Харькове очень тяжело. Я не знал, куда деваться, что мне делать и все остальное. Во-первых, не было финансов. Это оформление документов, это трата кучи денег. Я не знал, где их брать, я не знал, где жить. Было дело, что и в коридоре у знакомых жил. То там пожил. Вещи у меня стояли по всему Харькову. Это я уже потом их все до кучи собрал. Очень много в эти моменты попадалось людей, которым я очень благодарен, которые мне помогали. Мы эту информацию особо не афишировали. И занимались Сергеем сами. То есть мы не просили у людей помощи, мы поселили его в отдельное жилье, оплатили какой-то период определенный. А вот с работой все не сложилось, потому что Сергей теперь человек с инвалидностью по факту, нормально работать полноценно, выполнять какую-то работу он не может. Я когда уже закончил с оформлением документов с увольнением, напросился на станцию Харьков помогать им в работе. Станция «Харьков» сегодня – это волонтерская инициатива по помощи переселенцам из зоны АТО и из Республики Крым. И он прижился, он достаточно сообразительный, он
Ну, нормальный парень. Там женщина с больницы. Хорошо, что? Фамилия? Лобай. Бай. Прихожу на работу на час раньше. Работать мы начинаем с 11 часов. Бывает даже, что и допоздна задерживаемся. Лобай есть? Заходите. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте, это женщина. Сейчас, подождите, пожалуйста. Подожди, сколько там людей осталось? 2 человека. Пусть зайдут, сядут. Когда человек приходит, мы принимаем их по одному, по 2 человека. И первым делом, что мы узнаем их проблемы. Сейчас проходите, присаживайтесь туда на лавочку. Это юридические вопросы. Это вопросы по оформлению документов, связанные с консультантами. Это гуманитарная помощь. Помогали им вещами, продуктами, когда люди, которые вот только-только выехали, которым негде жить, нечего есть, не во что одеться, потому что есть люди, которые из этого ужаса бежали и все вот так вот просто выкидывали. Они сюда приезжают в чужой город, где никого нет, где они сами по себе никому не нужны. Им нужно помогать, им нужна поддержка. У Сергея ситуация еще хуже по сравнению со всеми остальными. Он сирота, у него нет родственников и нет людей, которые могли бы его поддержать. Ни семьи, ни детей, ни родителей, никого. То есть он один. Демобилизованный боец, раненый, жилья нет, работы нет, с документами проблемы, юристы занимаются постоянно этими проблемами. Это же не единичный случай. И многие переселенцы не говорят о том, что с ними случилось. Они не могут говорить о том, что разрушен там дом или ранен родственник или еще что-то. А распечатывать у Алисы анкеты? У Сергея та же беда, по-моему. Он храбрится, он делает вид, что он все хорошо. Он ведет себя как обычный человек его возраста. Но, к сожалению, ситуация необычная. Они приходят не что-то потребуют. Они, можно сказать, приходят от безысходности. Они приходят к нам с вокзала, с автобусов или ночуют на вокзале, потом идут. Первым делом они идут на станцию Харьков. Люди в основном, они очень благодарные, отзывчивые. Бывают такие моменты, что даже со слезами на глазах уходят от благодарности. Проекты, которые позволяют платить зарплату, непостоянные, вот они заканчиваются, да, следующий не начинается, и люди не могут получить зарплату. Точно такой же ситуации Сергей сейчас. Ну, будем искать. Еще не было случая, чтобы мы не нашли то, что искали, чтобы мы не наволонтерили то, что хотели. И пока это происходит, значит, мы нужны. Насколько мое понятие, что волонтерские инициативы и организации потому и создались от бездеятельности государства. Даже не жалею, что у меня судьба так повернулась, что я в Харькове основался, потому что действительно появилось очень много близких и родных людей. Я всегда помогал, помогаю и буду помогать людям. У меня так заложено еще с самой школы. Если я чего-то уже не могу сделать там, где сейчас ребята находятся, я могу что-то сделать здесь. Единая страна, и каждый, если чем-то может помочь, поддержать, это нужно делать.